Вечер добрый, уважаемые коллеги и друзья. Как всегда, сегодня воскресенье, как всегда, Дэн Стрелков, проект Forex Times, и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, вы никогда об этом не пожалеете. В комьюнити вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волновой теории Ральфа Эллиота, ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, а также обучение и чат. А в чате вы мне голову можете дурить сколько вам будет угодно. В чате мы с вами будем разбирать любые торговые инструменты, которые вам интересны, но на самом деле лучше выбрать те торговые инструменты, по которым что-то понятно. И сегодня два из трех торговых инструментов, по ним что-то будет понятно. А вот по третьему, которое золото, будет не совсем все понятно, но как минимум можно будет торговать коррекцию. Ну что ж, друзья, сегодня, как всегда, евро, золото и бонусом снова будет фунт. Поехали по евро. Друзья, по евро, скорее всего, восходящая тенденция все-таки подошла к своему завершению. Однако, напоминаю, что стратегический целевой уровень 1.2020 еще имеет место быть, остается релевантным. Однако, в ближайшее время я очень сильно подозреваю, что мы с вами увидим глубокую коррекцию. Почему? Дело в том, что у нас образовалось очень красивое, крупное скопление опционных контрактов put на сумму здесь совокупно, я считал, почти 3 миллиарда долларов. Более того, я не беру еще вот это скопление опционных контрактов put. Я думаю, что здесь тоже на миллиард долларов минимум можно будет насчитать. Плюс здесь еще и располагается максимально открытый интерес по put опционным контрактам. Почему я так смело говорю про продажи? Ну, хотя бы возьмем пример скопления опционных контрактов Call. Здесь у нас на сумму почти 1,5 миллиарда долларов. И здесь на сумму 1 231 000 000 доллар. Вы прекрасно видите в виде пин-бара, как эти два уровня прекрасным образом были ценою отработаны. Вы знаете, что профессиональные участники рынка с Чикагской товарной биржи в основном опционными контрактами хеджируют свои фьючерсы. Опционными контрактами Call были захеджированы фьючерсы на снижение, то есть на продажу. Следовательно, сейчас мы будем ожидать снижения рынка. А вот от этого скопления опционных контрактов, если рынок сюда придет на тестирование, будем уже рассматривать, разумеется, покупки. А теперь давайте посмотрим волновую структуру. Есть два варианта развития событий. Первый вариант, самый простой, это образование, собственно, треугольника, друзья. Зигзаг волны А, потом Б, волна С уходит сюда, Д, Е, после чего будет рост. И второй вариант, более сложный, подразумевает образование расширенной или же, опять же, бегущей плоскости, а именно зигзаг вниз, зигзаг вверх с обновлением максимума и импульс в виде конечного диагонального треугольника. Раз, два, три, четыре, пять. Собственно, 3, 4, 5. После чего будет рост. Однако, друзья, конечно, необходимо напомнить про такие скопления опционных контрактов в путках: 705 миллионов и 652 миллиона долларов. Вот эти зеленые линии я специально не вычеркиваю по той простой причине, что цена запросто может провалиться и к этим скоплениям опционных контрактов для того, чтобы выкинуть лишних пассажиров перед тем, как вновь начать расти. Но так как нам профессионалы из Чикаго подсказывают, то мы с вами, в принципе, видим скопление опционных контрактов, на которых будет с огромной вероятностью выставлены ордера, фьючерсные контракты на покупку в огромном количестве. Поэтому в данный момент
С большой вероятностью идем на тестирование этого крупного скопления опционных контрактов почти на 3 миллиарда долларов и потом полет вверх. Но еще раз подчеркну, возможно, для выкидывания пассажиров цена сходит вниз. Но нам с вами на это все равно по той простой причине, что мы подключаем математику управления капиталом и уже начинаем входить в рынок на ожиданиях, а не на фактах, со стоп-лоссами, например, пунктов 100. Один вход, стоп-лосс через 100 пунктов, еще один вход, стоп-лосс 100 пунктов, еще один вход. Везде риск от 1 до 3%, а потом происходит таким образом. Значит, цена проваливается, и, например, она проваливается дальше, потом импульс, коррекция, и вы еще раз выставляете отложенный ордер buy stop. Например, вы здесь уже сидите в рынке на покупку, а потом после импульса и коррекции вы еще раз делаете вход в рынок. Поэтому сколько бы вы здесь минусов не получили, например, минус 2% или минус 4, минус 5, вы потом все это отыграете в несколько раз большим-большим профитом. Так, а теперь золото. Друзья, по золоту ничего хорошего не скажу, потому что с прошлой недели чисто теоретически ничего не изменилось. Есть коррекция, и после коррекции что-то напоминающее то ли начальный, то ли конечный диагональный треугольник. А вот тут вопрос, почему начальный или конечный? Ну, по той простой причине, что вот это с большой вероятностью, если коррекция закончилась, это волна 4. А следовательно, у нас волна 5. Конечный диагональный треугольник запросто может быть усеченным, следовательно, волна 5, и мы улетаем далеко вниз, либо начальный диагональный треугольник только волны 1. И после коррекции на волну 2 разворот и дальше рост. Но, как вы успели заметить, я изобразил в первом и втором варианте снижение. Более того, это снижение еще может быть подкреплено тем, что образовался пин-бар, так еще и не просто пин-бар, а с отработкой ликвидности. Вы видите максимальное значение, цена начала падать вниз, а вы знаете, когда трейдеры начинают продавать, где выставляются стоп-лоссы? Правильно, стоп-лоссы выставляются наверху. А стоп-лосс это что такое? Это реверсивный ордер той же продажи. Если у нас продажа, значит во время стоп-лосса происходит покупка. То есть покупка – это первый момент. И второй момент, когда трейдеры предпочитают торговать на пробитии сильных уровней. Бай-стопы они где ставят? Да здесь же, где стоп-лоссы ставят. Выше максимального значения. Вот и посмотрите, пожалуйста, цена пришла сюда, отработали стоп-лоссы, отработали лимитные, прошу прощения, стоп-ордера на покупку, но кто-то вошел в рынок и смог сожрать всю эту ликвидность, более того, еще и опрокинув рынок вниз. И после этого еще цена показала коррекцию. Поэтому в данный момент уместно предполагать, что коррекция вполне себе может продолжиться. Давайте посмотрим на более младшем таймфрейме, что мы там интересное сможем увидеть. Так, а на более младшем таймфрейме, чтобы у вас не горели глаза по поводу того, что «Ой, ура, давай продавать», немножечко остановитесь. У нас снижение началось с зигзага, а следовательно, если снижение и продолжится, как я предполагаю, то оно продолжится зигзагом. И получится у нас, собственно, WXY, и после этого с большой вероятностью рост. Это вариант номер один. Но запомните, что снижение с большой вероятностью произойдет. И вариант номер два, если мы действительно хотим продавать, то нам с вами нужно образование, все правильно, начального диагонального треугольника. Волна раз, два, три, четыре, 5. Если образуется начальный диагональный треугольник, то после коррекции можно будет продавать. Но опять же, вы видите,
снижение. Поэтому на данный момент, если вы продаете, либо уже сидите в продажах, либо вы намерены попробовать продать, то, в принципе, эта идея неплохая. Только я умоляю вас, помните про математику управления капиталом. Выставьте стоп-лосс. Если вы будете входить по этой цене, рассчитайте грамотно уровень, прошу прощения, лотность своего ордера, исходя из величины стоп-лосса и риска. Риск в процентном отношении от количества ваших денег на балансе. Не заходите просто так на продажу, потому что кто-то вам сказал. Всегда математика управления капиталом, в каждой сделке у вас должен быть план, всегда план. И вы не должны от него отступать ни на шаг, никогда. И закончим сегодняшнюю лекцию фунтом. Здесь, к сожалению, я сегодня уже на большой лекции говорил, часовой, я очень сильно хотел бы, конечно же, увидеть снижение данного инструмента к скоплению, причем эти контракты еще живые. Я проверял на сайте Чикаго. Опционные контракты PUT, месячные опционные контракты PUT на сумму 578 миллионов долларов. И здесь же находится максимальный открытый интерес по PUT опционным контрактам. Но есть проблема, если цена сюда упадет, у меня вдруг возникнет резкая проблема с тем, чтобы объяснить данную волновую разметку. Нет, ну это понятно, что волны Эллиота, всем известно, что это умение натягивать сову на глобус, но все-таки у этой совы и у глобуса существуют определенные правила, и через них желательно не переступать. В данный момент правило показывает нам двойной зигзаг волны W, далее коррекция в волне X, и здесь мы начали снижение через импульс, а значит раз, два, три, волна Y. И сейчас начался рост, какой-то корявый рост, конечно, но все-таки начался. Но сейчас мы не о том, что мы будем потом покупать. Разумеется, если я прав и евро упадет, мы евро потом будем покупать. И, конечно же, мы будем покупать фунт. Так вот, друзья, я отслеживаю данные американского брокера Оанда, и там сейчас актуальные данные указывают на уровень 1.3285. Так, 1.3285. На этом уровне, по данным брокера Уанда, расположено огромнейшее скопление лимитных ордеров на покупку. Я прекрасно понимаю, что это лимитные ордера толпы, но брокер Уанда это очень крупный брокер, и поэтому там среди толпы могут быть и профессиональные участники рынка. Вот, поэтому уровень 1.3285 с огромной вероятностью мы увидим, и к гадалке не ходите. Но мне очень хочется увидеть уровень 1.3150. И у нас в комьюнити уже открыт торговый сигнал на продажу. Собственно, и ордер на моем счете открыт на продажу. И я вам так скажу, что когда цена дойдет до уровня 1.3285, я не закрою свой ордер, хоть там и прибыль будет, сколько будет, 1% прибыль будет, да, по ордеру моему на моем счете, но я его закрывать не буду, я порекомендую выставить уровень стоп-лосс в безубыток, потому что все-таки уровень 1.30, 1.50 и уровень 1.32 очень красивые. Во-первых, прошу прощения, 1.30, да, 32, все правильно. Уровень 1.32, скопление опционных контрактов PUT все-таки на сумму 277 миллионов долларов. Это не просто так, это достаточно неплохая сумма. А на уровне 1.3150 мало того, что скопление опционных контрактов PUT на сумму 250 миллионов, да, почти 250 миллионов,
Здесь же располагается максимально открытый интерес по колл-опционным контрактам. А теперь внимание. Колл-опционным контрактам вас ничего не смущает? Конечно, должно смущать, потому что опционные контракты call, а именно максимальный открытый... прошу прощения, не то кое-что, не на ту кнопку нажал, сейчас, секунду. Маржинальные уровни включил нечаянно. Опционные контракты call, а именно максимальный открытый интерес по опционным контрактам call является уровнем сопротивления, как вы прекрасно помните. О, да, вот здесь вот. А если они находятся внизу, то цена с огромной вероятностью будет их отрабатывать. Вероятность очень велика. Ну а здесь вы еще видите еще и дополнительное скопление опционных контрактов в put. То есть то, что мы придем к уровню 1.3285, это к гадалке не ходи. А вот 1.3150 я не знаю, как изменятся лимитные ордера толпы у брокера Оанда. Возможно, от уровня 1.3285 не будет резкой реакции наверх. Возможно, цена еще сможет достичь уровня 1.3150. Но для тех, кто сомневается, пожалуйста, вы делаете абсолютно правильно, потому что у нас снижение фунта началось с зигзага. Зигзаг волны W, коррекция волны X и раз, два, три. Волна Y, после чего рост. И эта волна Y, скорее всего, добьет до уровня 1.3285. И вот этот огромный объем лимитных ордеров на покупку даст реакцию. Я же, как упертый баран, и можете написать мне в комментариях, мол, ты такой и есть, там достал ты нас. Без проблем, друзья, но я буду работать в направлении уровня минимум, причем в направлении уровня 1.3150. А то и, в принципе, мне по-прежнему нравится уровень 1.27, но чтобы цена туда упала, это надо, чтобы Центральный банк Англии прямо вот не знаю, на внеочередном каком-нибудь заседании сказал о том, что мы будем снижать процентную ставку очень сильно, и чтобы сейчас все макроэкономические данные в течение одной-двух недель из Великобритании были сильно отрицательные, тогда, в принципе, цена запросто пролетит вниз эти 660 пунктов, и профессионалы дождутся своего уровня 1.27, откуда, разумеется, они будут покупать. Ну и мы, разумеется, с ними по той простой причине, что волновая структура у нас показывает рост. У нас есть нормальное импульсное движение вверх, и сейчас весь смысл только в этой коррекции. Закончилась она уже, и после очередной коррекции мы продолжаем рост, или все-таки она усложнится, и только после этого мы будем расти. В любом случае, мы сейчас с вами пытаемся торговать коррекцию. Я, конечно, против таких телодвижений, но вы прекрасно знаете, что когда я вижу скопление максимального открытого интереса по колл-опционным контрактам внизу или по пут-опционным контрактам вверху, я всегда пытаюсь в этот уровень работать. Очень яркий пример – это канадский доллар был в течение прошлого месяца, когда цена на канадский доллар росла, а профессионалы переписали свои ожидания вниз. Во-первых, вы видите, максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам был внизу, его цена протестировала, улетела вверх, профессионалы буквально на 3 дня переписали ожидания вверх, а потом сразу же переписали вниз. То есть цена еще была наверху, профессионалы сразу переписали ожидания вниз. У меня сразу был вопрос, что это за дела такие? И я месяц назад по канадцу четко говорил, даже, наверное, на бесплатных лекциях,
Вот как сегодняшняя лекция. Бонусом был канадский доллар, и я говорил, можете посмотреть там месяц-полтора назад, я говорил о том, что вниз прекрасно, замечательно продавать. И что вы видите, да, цена действительно протестировала данный уровень. Более того, вы посмотрите, пока цена падала вниз, профессионалы еще успели переписать на трое суток еще ниже максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам. И вы видите, цена почти до него дошла, добралась до этого уровня. А сейчас, кстати говоря, обратите внимание, по канадцу маленький супер бонус, скажем так, цена падает, а профессионалы переписывают максимальный открытый интерес по колл и пут опционным контрактам вверх, что говорит о намечающейся коррекции. Ну, собственно, хотя бы вот так. Ну что ж, друзья, другие торговые инструменты я вам, с вашего позволения, показывать не буду. Приглашаю в комьюнити Forex Times, где вы эти остальные торговые инструменты и увидите, и найдете. Поэтому приходите, продукты комьюнити очень сильно вам помогут в вашем трейдинге. Тем более обучение, тем более чат, где с утра до вечера мы можем сидеть и рассматривать те или иные торговые инструменты, собственно, и запомните, пожалуйста, навсегда математика управления капиталом – это самое важное, что может быть на финансовых рынках, потому что аналитику вы всегда можете где-нибудь почитать, в конце концов вы можете оплатить подписку в какой-нибудь чат или в какой-нибудь комьюнити или к какому-нибудь аналитику, но если у вас математики управления капиталом нету в вашем инструментарии при трейдинге, то вам не поможет ни один гуру, потому что в любом случае трейдинг – это работа с вероятностями. И если вы мне вдруг скажете, что есть какой-то аналитик, который там со стопроцентной вероятностью угадывает все движения цены, то я вам скажу, что он, скорее всего, президент планеты Земля. Ну, потому что и одного, и второго просто не существует. Спасибо большое, друзья, что послушали меня сегодня. Всем классного вечера. Жду вас в комьюнити Forex Times. Буду рад очень видеть. А на сегодня всем пока-пока.